В 1986 году юная девушка по имени Лорен Мэри Беннет исчезла при загадочных обстоятельствах. В тот день, погожим летним утром, она надела свои новые ролики и отправилась из их уютного дома в Литл Фоллс, штат Миннесота, к подруге по имени Эшли. Дорога занимала всего несколько кварталов, и ее родители, Джеймс и Марта, не видели причин для тревоги. Однако Лорен так и не добралась до места назначения. Эшли позвонила ближе к вечеру, обеспокоенная, что подруга не пришла. Джеймс и Марта, сначала растерявшись, вскоре охватились паникой. Они обошли весь район, обратились в полицию, организовали поисковые группы. Но Лорен будто растворилась. Ни свидетелей, ни следов, ни улик. Это стало началом самого страшного кошмара в их жизни. Прошли годы, но боль утраты не отпускала. Дом Беннетов превратился в мемориал их дочери. Каждая комната напоминала о ней, каждая мелочь отзывалась эхом в сердце. Джеймс ушел в себя, стал замкнутым и угрюмым, а Марта, пройдя через годы скорби, со временем начала искать способ вырвать мужа из этой бесконечной тьмы. Она уговорила его поехать в отпуск, впервые за многие годы, в маленький городок Мейпл-Гроув, штат Вашингтон. Это было живописное место с очаровательным историческим центром, уютными улочками, лавками и рынком, где местные продавали ремесленные изделия и домашние угощения. Именно там, на одной из улиц, Джеймс остановился как вкопанный. Его взгляд зацепился за витрину антикварного магазина под названием «Forest Finds». Среди нагромождения старых книг, фарфора и других безделушек он увидел пару роликов. Он узнал их мгновенно. Это были ролики Лорен. Он купил их ей на 12-летие. Подошел ближе, вгляделся и не ошибся. На нижней части одного из ботинок было выгравировано «ЛМБ», инициалы, которые он сам вывел ножом в день ее дня рождения. Он ворвался в магазин, где Марта спокойно рассматривала витрину с керамикой. Хозяин, мужчина лет 50 по имени Гарри Тобин, сначала удивленно посмотрел на Джеймса, а затем стал раздражаться, когда тот стал требовать объяснений. Гарри утверждал, что ролики были частью партии вещей, выкупленных у скупщика, и предложил Беннету купить их за $45. Джеймс был ошеломлен. Ролики его дочери, исчезнувшей 20 лет назад, теперь продавались как винтажная вещь. После напряженного спора он вызвал полицию. Прибывший офицер Питерс внимательно выслушал рассказ Джеймса, изучил коньки и инициалы, после чего запросил данные по делу о пропаже. Ответ из Миннесоты подтвердил существование старого открытого дела. Ролики были изъяты как вещественные доказательства, а супругов пригласили в участок для более детального допроса. В комнате для дачи показаний Джеймс и Марта в подробностях рассказали о дне исчезновения Лорен, о годах поисков, о частных следователях, которых они нанимали, о том, как каждый день ощущался как испытание. Расследование привело к владельцу магазина, Джерарду Мейсону. Его имя не значилось ни в деловых реестрах, ни в открытых базах. Владелец использовал подставных лиц, а сам появлялся редко. Однако Гарри упомянул, что несколько дней назад его Джерард приезжал в магазин, чтобы забрать несколько коробок со старыми игрушками. Позже, уже вечером, Джеймс и Марта увидели того самого человека. Высокого, крепкого, выходящего через боковую дверь магазина с девочкой лет 9. Девочка явно держалась на расстоянии от него, а когда он дотронулся до ее плеча, она вздрогнула. Позже, той же ночью, Джеймс сидел на крыльце их арендованного дома, размышляя о случившемся. В темноте к нему подошла маленькая испуганная девочка по имени Кейли. Она рассказала, что сбежала из приюта, чтобы спасти свою младшую сестру Софи, которую, по ее словам, увел плохой человек.
Когда Джеймс показал ей фотографию Джерарда, Кейли побледнела. Это был он. Она утверждала, что знает, где они остановились. В трейлерном парке за городом. Джеймс не мог проигнорировать мольбу ребенка. Он сел с ней в арендованную машину и поехал. В парке они увидели фургон, возле которого суетились мужчина и женщина. Эта женщина была Лорен. Взрослая, но с теми же чертами лица, взглядом, походкой. Он не мог ошибиться. Он следовал за фургоном, держа дистанцию, пока они не добрались до уединенного дома на окраине. Он сообщил Марте, а она — детективу. Прибывшая полиция быстро оцепила дом, громко выкрикивая требования о сдаче. Обстановка накалилась до предела. Внутри дома Джерард метался между окнами, сжимая в руках старый револьвер. Когда он заметил усиливающийся полицейский натиск, его охватил страх, и он, выругавшись, схватил Софи, прижав ее к себе и направив оружие к ее голове. Девочка громко закричала, а в ее глазах застыл ужас. Лорен, которую Джерард заставлял называть себя Леной, все эти годы больше не могла это терпеть. Она встала между ним и Софи, раскинув руки, словно живая стена. «Хватит!» — крикнула она. Голос ее дрожал, но не от страха, а от решимости. «Оставь ее. Это не закончится так, как ты думаешь». Джерард, обезумевший от паники, резко дернулся и направил пистолет в сторону полицейских. В этот момент Лорен вытащила из-под своей кофты небольшой пистолет, который прятала там с тех пор, как сумела забрать его из ящика в гараже. Ее руки тряслись, но она знала, что должна это сделать. Один точный выстрел, и револьвер выпал из рук Джерарда. Пуля попала ему в плечо, он вскрикнул, отпустил Софи и отшатнулся назад. В тот же момент полиция ворвалась в дом. Вооруженные офицеры с громкими командами заломили Джерарда, повалили его на пол и надели наручники. Почти одновременно были задержаны и его сообщники, двое мужчин, прятавшихся на кухне, и женщина, которая, по всей видимости, была замешана в делах. В больнице Лорен, Марта и Джеймс воссоединились. Слезы, объятия, горькая радость. Лорен рассказала, что была похищена тем июньским днем, и с тех пор ее перемещали по стране. Джерард менял личности, заставлял ее называть себя племянницей, позже — женой. Он убеждал ее, что родители мертвы, что никто ее не ищет. Позже стало известно, что Джерард незаконно получил опеку над Софи, использовав фальшивые документы. Службы опеки взялись за расследование, а Беннеты подали документы на оформление опекунства над девочками. История Лорен стала резонансной в округе. Полиция начала масштабное расследование деятельности Джерарда, которое выявило сеть незаконных усыновлений, торговли документами и других преступлений. Но для Джеймса и Марты самым важным было другое. Они вновь держали свою дочь за руку. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.